Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся порцией актуальной информации на 23 сентября. Поговорим о том, какой сегодня народный праздник, что обязательно нужно сделать в этот день, что нельзя делать в этот день и что нас ожидает по лунному календарю на 23 сентября. Обязательно оставайтесь с нами и смотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, 23 сентября – это день Петра и Павла, рябинников, а также сегодня, 23 сентября, именины у рябины. И согласно церковному календарю, в этот день вспоминают епископов никейских Павла и Петра. А вот в народе по традиции народного календаря 23 сентября отмечают рябинники. Этот день назвали так, потому что сегодня было принято собирать ягоды рябины, которые, согласно народным приметам, к этому времени уже становятся сладкими. Сорванные гроздья рябины крестьяне развешивали под крышами изб, веря, что они оградят от проделок нечисти, а также избавят от хворей и людей и скотину. Но полностью обрывать рябину запрещалось, нужно было оставлять ягодки и для птиц. Хозяйки сегодня, 23 сентября, готовили рябиновый квас, которым угощали каждого, кто пришел сегодня в гости в ихний дом. Кроме вкусного напитка, из ягод делали лечебные настои, ведь рябина является сильным противовоспалительным средством. С помощью рябины боролись и с бессонницей. Нужно было взять ее ветку и очертить ею вокруг кровати, прочитав при этом трижды молитву «Отче наш». Собранные в этот день коренья рябины часто сыпали в голенище сапог жениха во время свадьбы, чтобы на него никто порчу не навел. А наши предки использовали рябину и как оберег от лешего, который, согласно народному поверью, боялся перешагивать через ее ветки. Поэтому было принято класть одну веточку на порог дома. Часто высаживали дерево рябины около дома. Люди верили, что тогда нечистая сила побоится пробираться во двор. В некоторых селениях в день Петра и Павла было принято ходить на кладбище, и для того, чтобы почтить память умерших. По возвращению над дверью вешали прутик рябины, чтобы покойные родственники не могли в дом возвратиться. 23 сентября проводили и специальный обряд с рябиной. Ходили обниматься с деревом, особенно те люди, кто страдает зубной и головной болью. Они вставали перед ним на колени и говорили такие слова: «Рябинушка, недуг забери, здоровье подари». После покусывали кору рябины. А если девушка тосковала по парню или же женщина страдала из-за измены мужа, то в этот день она должна была подойти к дереву рябины и повесить на его ветви платок, которым утирала свои слезы. Затем сорвать несколько ягодок и съесть тут же. После этого ритуала тоска скоро проходила. В день Петра и Павла проводили ритуалы и обряды, читали определенные слова на счастье и денежное благополучие в доме. А вот многие народные приметы объясняли, что нельзя и что можно делать 23 сентября в день Петра и Павла рябинников. И это все было связано с рябиной, которая способна не только излечивать от различных болезней, но и защитить от порчи из глаза.
Люди верили в магическую силу рябины, которая оберегала от нечисти, а потом в сегодняшний день наши предки начинали с рябинового кваса. Даже считалось в народе, что тот, кто 23 сентября сделает натощак всего глоток этого напитка, больше может не бояться проделок злых людей и темных сил. А вот нарушивший эту традицию столкнется с большими проблемами. Как со здоровьем, так и с деньгами. Уйдут и счастье, и удача. В день Петра и Павла рябинников нельзя было срывать всю рябину. Нужно оставить немного ягод для животных и птиц. Тот же, кто не последует этому совету, накличет на себе несчастье и печали. Также 23 сентября не стоит жадничать. Проявив скупость в день Петра и Павла рябинников, в будущем можно навсегда потерять все, что вам дорого. Именно поэтому сегодня и принято накрывать было праздничные столы, полные закусок и рябиновых напитков, чтобы посидеть не только с семьей, но и с друзьями, соседями и знакомыми. И по народной примете, чем богаче будет застолье, тем богаче будет жить. И хозяева будут жить в изобилии и достатке. Нельзя, чтобы и 23 сентября в доме был беспорядок, иначе в будущем все дела просто пойдут наперекосяк. В день Петра и Павла рябинников хозяйка обязательно должна сделать уборку. Притом не только подмести и помыть пол, вытереть пыль, но и сложить в шкафах вещи, перемыть обувь и перестирать обязательно грязное белье. После того, как уборка будет закончена, нужно повесить над входной дверью обязательно рябиновую гроздь. Тогда в доме воцарится мир и счастье, а все прошлые обиды и неприятности забудутся. Не рекомендуется людям, чьей душой, каким кажется, завладела нечистая сила, 23 сентября выходить из дома, пока не очертят вокруг себя рябиновой веткой круг. И именно сегодня, 23 сентября, вы можете провести определенные ритуалы на привлечение достатка, изобилия в вашу жизнь. Для этого вам нужно достать все свои сбережения, затем написать на бумажке определенную сумму, которую вы хотели бы достичь, например, и написать ваше желание. После того, как вы пересчитаете, те деньги, которые вы хранили в конверте, в шкатулке, верните, а в кошелек верните те деньги, которые были. А саму записку положите также в кошелек. Но сделайте это, положите именно эту записочку в потайной кармашек. И 31 марта уже 2022 года обязательно сожгите этот листочек. Также сегодня вы можете достать все деньги из своего кошелька, но не только бумажные, но и монетки, пересчитать. И перед тем, как класть обратно в кошелек, скажите такие слова: сколько денег не положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят. И обратно мы кладем денежки по одной купюре и по одной монетке. Закрываете кошелек и идете заниматься своими делами. Вот такой, друзья, у нас с вами день 23 сентября. А далее мы с вами поговорим о лунном календаре на 23 сентября. Итак, сегодня 23 сентября у нас четверг, и это 17 и 18 лунные сутки. Обращаем внимание, началась уже убывающая луна в знаке зодиака Овен. И обращаем ваше внимание, что сегодня именно интуиция работает идеально. Что вы почувствуете, то и будет верно.
Луна находится в знаке зодиака Овен, а это нам говорит о том, что многие люди будут куда-то спешить для того, чтобы сделать все и сразу. Поэтому если у вас именно сегодня, 23 сентября, есть такое желание везде всюду успеть, не рвите сердце. К сожалению, у вас ничего не получится. Лучше распланируйте и начните сегодня постепенно выполнять те планы или реализовывать те планы, которые у вас есть в жизни. Если вы запланировали дела какие-то на 23 сентября, которые требуют от вас каких-то серьезных решений, то рекомендуем тщательно подумать над ними. Не советуем принимать каких-то поспешных решений. Нужно детально обдумать предстоящие дела. У некоторых людей могут быть сорваны планы, деловые переговоры, и все это может произойти из-за какой-то мелочи. Поэтому во избежание неприятностей следует быть сегодня, 23 сентября, очень внимательным. И немаловажно, постарайтесь избегать контакта с огнем. Также, если вы в 17-й лунный день, мы рекомендуем планировать путешествие или отправляться в однодневный отпуск. Крайне важно в этот день осуществить перезагрузку посредством смены деятельности и новых впечатлений. Если вы не можете себе позволить в этот день отправиться в однодневный отпуск, то хотя бы сходите в парк, подышите осенним воздухом, посмотрите на небо, послушайте птичек, но ни в коем случае не сидите сегодня целый день в квартире или в офисе. Также сегодняшняя фаза Луны говорит нам о том, что сегодня благоприятна пора для смены рода деятельности. И вы сегодня можете подвести итоги о проделанной работе, построить планы на ближайшее будущее. Но выполнять какие-то ответственные задачи, дела желательно закончить в самое ближайшее время. Также в этот лунный день мы рекомендуем вас обратить внимание на отношения с любимыми людьми, с возлюбленными, потому что самое время любовные отношения на новый уровень, возможно и возобновление разорванных связей. Также в этот день ограничьте общение с незнакомыми, подозрительными людьми. Также это хороший день для выполнения данных ранее обещаний, раздачи также долгов. Наиболее эффективные домашние дела сегодня – это стирка и влажная уборка. Но не стоит перегружать себя рутинными делами на этот день. Но также обращаем ваше внимание, что сегодня, 23 сентября, мы не рекомендуем начинать новые какие-либо масштабные дела. Отдайте предпочтение именно планированию будущих проектов, дел и переговоров. Также отложите всевозможные домашние дела, и лучше, если в этот день, 23 сентября, вы уделите внимание себе. Если вы собрались 23 сентября поговорить с руководством или с вашим непосредственным начальником о повышении зарплаты, то не поднимайте эту тему для разговора 23 сентября. Лучше перенесите разговор и в этот момент тщательно обдумайте все детали, потому что, идя на такой разговор, к сожалению, ничему хорошему он не приведет. Друзья, вот такой у нас с вами день, 23 сентября. Как вы видите, достаточно хороший день, интересный день, позитивный день. Кроме того, на этот день у нас еще хорошо влияет полнолуние. Мы еще полны сил, энергии, готовы браться за много дел сразу, но, к сожалению, именно 23 сентября не спешите заниматься все и всем сразу. Также у нас с вами, как вы помните, было сегодня 22 сентября, у нас с вами было осеннее равноденствие. И, пожалуйста, это тоже достаточно сильный энергетический день, который может помочь вам привнести в вашу жизнь новые, яркие и позитивные краски.
Вот такой, друзья, у нас с вами день. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендуемые видео для вас. Обязательно переходите и смотрите. Приятного всем просмотра!